Dynaudio Contour 20i является очень необычной и фантастически красивой акустикой. Если бы Михаил Борзенков делал обзор на эти Dynaudio Contour 20i, он бы обязательно сначала обляпал их своими руками, обязательно бы облизнул и затем бы обязательно поцеловал. Первое, что привлекает внимание, когда на глаза попадается колонка Dynaudio Contour 20i, их невероятная аккуратность в подходе к финишному покрытию колонки. Даже если Dynaudio Contour 20i поставить в целую кучу разных дорогих колонок, напольных, полочных, они однозначно будут выделяться. И когда присмотришься к ним поближе, то ты поймешь, что финиш корпуса абсолютно перфектный. То есть мастера издания просто ушли в какой-то перфекционистский запой и сделали акустику с настолько качественным и привлекательным финишем, что она притягивает взгляд как магнитом, где бы она ни находилась. То есть куда бы ты ее ни поставил, она притягивает твой взгляд. Dynaudio Contour 20i полочная акустика. В принципе, она довольно крупная. То есть, нельзя сказать, что она какая-то маленькая, но и нельзя сказать, что совсем раздутая. То есть она крупная, но не до беспредела. Акустика двухполосная. Интересно, что твиттер здесь купольный и Zostar. В принципе, он похожий, как и в предыдущей модели, но у него увеличенная внутренняя камера для того, чтобы этот твиттер, скажем так, выдавал более ровную частотную характеристику. И также в нем применен фирменный купол, который устанавливается в акустических системах более высокого уровня, таких как, например, Confidence. И в результате этих действий, увеличения внутренней резонансной камеры и установки внутреннего специального купола, разработанного в Dynaudio, мастерам удалось добиться очень ровной амплитудно-частотной характеристики. Мид-басовый динамик изготовлен из магниево-силикатного полимера, и его катушка изготовлена из алюминия. И намотка этой катушки также из алюминиевой проволоки. За счет этого ход динамика очень легкий и очень быстрый, и датские специалисты применили здесь еще одну фишку, которая, по их словам, очень существенно улучшила качество звучания именно мид-басового динамика. Вместо старой центрирующей шайбы они установили внутрь динамика центрирующую шайбу из арамидного волокна. Для твоего сведения, арамидное волокно — это, в принципе, тоже волокно, из которой делают кевларовые бронежилеты. То есть это полотно чрезвычайно прочное, оно примерно равняется по прочности железу, и в каких-то моментах даже оно еще более прочное, и в 5 раз более легкое, чем железо. Это полотно не горит и используется помимо бронежилетов в касках. Это арамидное и кевларовое полотно используется у пожарников для изготовления костюмов, потому что арамид и кевлар очень хорошо держат высокие температуры и не деформируют. То есть, в принципе, арамидное волокно не горит. Не знаю, как это связано с динамиками, сомневаюсь, что в них что-то должно и может и будет гореть. Но, тем не менее, арамидное волокно не горит, оно просто, обугливается. И если мы говорим о применении в гражданской сфере, то это очень хороший материал для изоляции от высоких температур, для изоляции от огня. Также арамидное волокно используется для изготовления оплетки для оптических кабелей и других кабелей, потому что оно чертовски прочное, держит высокую температуру. Но у арамидного волокна есть один большой минус. Да нет, даже два больших минуса. Минус первый. При попадании в арамидное волокно воды, арамидное волокно теряет свою прочность двукратно. Но хорошая новость в том, что после того, как вода высыхает из арамидного волокна, прочность восстанавливается. И вторая новость, которая, возможно, тебе, как меломану, аудиофилу, фанату Dynaudio не понравится,
срок службы арамидных волокон ориентировочно 10 лет. То есть ни одна, даже самая крупная фирма не дает гарантии на то, что арамидные либо кевларовые волокна будут работать более 10 лет. Так что, в принципе, лет через 10, после того, как ты обзаведешься этой шикарной акустикой, тебе придется заботиться тем, чтобы заменить эту шайбу на такую же, только новую. Кстати, материал из арамидного волокна встречается также в литературе. Например, в серии произведений Андрея Круза, которая называется «Я еду домой», главный герой мародерствует со склада множество рулонов арамидного волокна для того, чтобы изготовить в дальнейшем из них бронежилеты. Итак, после того, как датские инженеры улучшили твиттер, улучшили мидбасовый динамик, оказалось, что конструкция фильтра слишком сложная, потому что амплитудно-частотная характеристика выровнялась, и оказалось, что им не надо такое огромное количество компенсационных, скажем так, механизмов для выравнивания амплитудно-частотной характеристики. И они упростили фильтр. И первое, что бросается в глаза в этом фильтре, в этой красоте, в этом восхитительном простом совершенстве – пластиковая стяжка. Нет, вот почему нельзя было использовать кусочки кожи единорога, собранные в полночь перед Новым годом? И тогда звучание однозначно приобрело бы волшебную утонченность. Почему вместо этих пластиковых стяжек нельзя было использовать шелковую нить, собранную шелкопрядами? Ведь тогда звучание лилось, струилось бы абсолютно шелково и мягко. Почему эта долбаная стяжка стягивает медную спиральную проволоку? У меня прямо руки чешутся, хочется взять кусачки и раскусить эту пластмассовую стяжку. Вот теперь все время, когда ты будешь слушать колонки Dinaaudio Contour 20i, ты будешь думать о пластиковой стяжке, которая находится внутри этого фильтра. На самом деле не думаю, что пластиковая стяжка прям уж негативно влияет на звук. И про то, как звучат, я расскажу тебе попозже. Особого внимания заслуживает корпус этой акустики. Он сделан из МДФ. В принципе, большинство корпусов акустических систем изготавливается из МДФ. На самом деле МДФ – это недорогой материал, который великолепно поглощает вибрации. Почему надо поглощать вибрации? Дело в том, что любой динамик источает звук в две стороны – вперед и назад. И когда звук излучается назад, он попадает в корпус акустической системы. И что же происходит дальше, если корпус акустической системы не задемпфирован? Акустические волны отражаются от боковых стенок, отражаются от верхней и нижней стенки, отражаются от задней стенки и направляются обратно к внутренней стороне динамика. И эти звуковые волны начинают резонировать на поверхности динамика. И, в принципе, динамик вместо того, чтобы играть то, что ему сейчас необходимо играть, начинает повторять те вибрации, которые приходят от отраженной звуковой волны. И это на самом деле довольно-таки большая проблема. Именно поэтому корпус сделан из многослойной МДФ, склеен, специально спрессован. И более того, датчане придумали специальную, такую как бы гофрированную внутреннюю накладку со специальными прорезями, которые называются керн. И эти гофрированные накладки, сделанные также из МДФ, призваны рассеивать, скажем так, лишнюю акустическую энергию. На самом деле получается, что половина энергии источается вперед, и это та звуковая энергия, тот звук, который мы слышим. А вторая половина акустической энергии источается, излучается назад. И все это необходимо погасить. Также для того, чтобы корпус был более прочен, датчане установили специальные перегородки. И эти перегородки расположены максимально близко к динамикам, для того, чтобы максимально погасить все возможные колебания и для того, чтобы закрепить их максимально точно, насколько это в принципе возможно. Что касается передней панели, передняя панель также является частью конструкции,
То есть это черная алюминиевая накладка, это не элемент дизайна. Нет, конечно, она исполняет также роль элемента красоты, роль элемента, который привлекает внимание. Но на самом деле это черная алюминиевая накладка толщиной практически 1,5 сантиметра, и она служит основанием для крепления как мидбасового динамика, так и твиттера. И только затем вся эта конструкция крепится непосредственно к корпусу из МДФ. И благодаря всем этим решениям амплитудно-частотную характеристику этой акустики удалось сделать очень ровной. На самом деле акустика непростая для усилителя, потому что ее сопротивление 4 Ома, то есть не каждый усилитель справится с такой нагрузкой качественно, и ее чувствительность 86 дБ. То есть, опять-таки, по двум этим цифрам можно сразу сказать, что для этой акустики необходим большой ток для того, чтобы напитать ее мощностью, для того, чтобы напитать ее энергией. Отдельно хочу рассказать про финиш корпуса. Данный экземпляр ореховый шпон, который смотрится просто великолепно. Это законченная, перфектная аккуратность, которую никогда не встретишь в акустике, скажем так, начального, среднего и даже высокого ценового диапазона. То есть здесь все перфектно. Отдельно хочу рассказать, как в Дании делают лакированные колонки Dynaudio. Изготовление каждого корпуса лакированных колонок занимает у них в среднем 21 день, потому что датские плотники покрывают акустику Dynaudio 11 слоями лака. Первый слой – это грунтовка, которая сохнет 40 часов. И потом 11 слоев лака, каждый из которых накладывается с промежутком примерно в 24 часа. И каждый из этих слоев лака отдельно шлифуется, и датчане доходят до использования наждачной бумаги в 3000 частиц на 1 квадратный сантиметр. То есть она настолько мелкая, что, наверное, проведя по ней пальцами, ты и не почувствуешь, что это наждачная бумага. В Дании на заводе Dynaudio работают 30 самых лучших в Дании плотников, которые занимаются только изготовлением, лакировкой и полировкой корпусов этой акустики. Именно поэтому она настолько перфектная и настолько шикарная, что просто притягивает взгляд как магнитом. Это просто прелесть. Ну что ж, мой маленький любитель прекрасного, пришло время рассказать тебе о том, как звучит эта акустика. Даже не знаю, с чего начать. Во-первых, эта акустика не подходит для воспроизведения тяжелого металла. Нету в ней этой агрессии, нету в ней этого дисторшена, который необходим для того, чтобы получить от прослушивания металла вот такой вот, что вот прям колбаса и жесть. Конечно, если слушать металл на невысокой громкости, то в целом звучание комфортное, четкое, ты можешь слышать все объемно, массивно. Но как только ты начинаешь качать громкость для того, чтобы услышать все в металле, всю эту жесть, тогда на низкочастотном диапазоне начинается сглаживание, и это, ощущение причастности к нахождению на концерте, например, группы Rammstein, оно теряется. Но зато эта акустика прекрасно работает с вокальными композициями, она прекрасно работает с инструменталом, она прекрасно работает с электронной музыкой. Характер звучания у нее мягкий, теплый, и создаваемые образы, которые ты видишь при прослушивании музыки, они очень плавные и естественные. В принципе, уже после первых 30 секунд прослушивания неторопливой музыки на Dynaudio Contar 20i я просто почувствовал, что я поплыл, и я начал расслабляться, впал в чувство какой-то нирваны, и мне захотелось слушать еще, дольше. Подача материала на этих колонках очень ровная, равномерная, в ней совершенно нету никаких острых углов.
И однозначно могу тебе сказать, что слушать музыку на этой акустике можно вообще не выключая круглые сутки, она тебе не создаст никакой усталости. Глубина сцены, ну, в принципе, говорить здесь о глубине сцены я бы даже не стал, потому что то пространство, которое ты слышишь перед собой, оно, ну, просто растворяется в бесконечности. Музыка слоистая, то есть ты слышишь, что музыканты находятся на разном расстоянии друг от друга, и что интересно, все слои сфокусированы абсолютно четко. Обычно бывает так, что передний план слышен хорошо, а задние планы, ну, уже в таком как бы боке, они как бы в таком нерезком состоянии, нерезкая, видимо, какая-то расплывчатость, удаленность. Но Dynaudio Confidence 20i рисует все образы и все слои абсолютно ясно, четко, отчетливо. То есть как будто смотришь такую ясную, четкую картинку, но эта картинка не имеет никаких острых углов, не имеет никакой назойливости, то есть она абсолютно естественная. Интересно, что на некоторых композициях звуки выносятся даже вперед, то есть ты слышишь их перед акустикой, и создается ощущение, что сцена находится не только за, но и перед акустикой, то есть пространство, которое создает эта акустика, оно не только за, но и перед акустикой рисуется. И у тебя появляется возможность путешествовать от слоя к слою, от музыканта к музыканту. Это очень богатое воспроизведение, богатое на музыкальные образы, вернее, это воспроизведение богато на визуальные образы исполнителей музыки. Что касается микродетальности, то микродетальность здесь присутствует, но она не бросается в уши или в глаза. Ну, слышь, понимай, как хочешь. Иногда бывает, что системы очень-очень-очень безумно хай-эндно высокого уровня рисуют очень высокую микродетальность. Так вот, микродетальность здесь слышно, но она, скажем так, не выпячивается. Еще одно наблюдение, что визуальный образ вокалиста находится слегка за основными музыкантами. То есть он не выносится вперед, а чуть-чуть находится за музыкантами. Но, возможно, здесь просто так играет помещение, потому что оно частично задемпфировано, частично нет. Но в целом это тоже довольно-таки интересно. Единственное место в Риге, где мне удалось найти для прослушивания акустику Dynaudio Contour 20i, это салон Stereo Plus на Гане Будамбес 22. И все технические характеристики ты можешь посмотреть по ссылке в описании. Несмотря на то, что акустика всего лишь двухполосная и диаметр басового драйвера всего лишь 7,1 дюйма, что, в принципе, уже само по себе нестандартно. Обычно используется, ну, либо 6, либо 8 дюймов, а здесь такой странный размер 7,1 дюйма. Ну так вот, несмотря на то, что акустика полочная, она очень масштабно воспроизводит все музыкальные произведения. И, ну, например, если тебе придет в голову устраивать какую-нибудь тусовку, то этой акустики однозначно будет достаточно для того, чтобы всех гостей удивить напором и масштабностью звуковоспроизведения. То есть они колбасят так, что мало не покажется. Но опять-таки для тяжмета нет, не хватает них вот этой вот агрессии, которая необходима тяжмета. Но зато насколько ласково они играют джаз, инструментал, вокал, они настолько ровные, что вот просто, ну, не за что зацепиться. Однозначно шикарнейшая акустика. Кстати, когда я стал слушать Dynaudio Confidence 20i, эта акустика по характеру звучания мне очень напомнила мои старые полочники Onkyo D302E. В принципе, те полочники тоже большие, но не настолько большие, как Dynaudio, но тем не менее у них было кое-что схожее. У них тоже было сопротивление порядка 6 Ом и чувствительность порядка 84 или 86 дБ. И за счет этого звучание Onkyo имело
точно такой же характер, как у этих Dyn-Audio. Ну, единственное исключение, что оно было чуть-чуть поменьше. Ну что ж, дружище, я рассказал тебе все, что знал про эти прекрасные Dyn-Audio. Кстати, канал Premium Hi-Fi развивается, и для улучшения качества звука, для улучшения качества картинки мне необходимо закупать новое оборудование. Штативы, свет, микрофоны, камеры, программное обеспечение. И прямо под этим видео находится кнопочка «Спасибо», и все донаты, все спасибо отправляются на закупку, на обновление оборудования для съемок дальнейших видео. Заранее тебе признателен. До новых встреч!